Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы будем делать имитацию ресничек для 12-летней девочки, у которой аллопеция и отсутствуют реснички, поэтому нужно проработать все максимально деликатно. Мы будем использовать нежные светлые коричневые оттенки и сделаем мягкую растушевочку без каких-то четких линий. Немножко выведем за пределы глаза такую легкую мягкую стрелочку, чтобы сделать имитацию реснички. Я сейчас прорисовываю кисточкой, использую коричневые тени. Правда, можно было бы потемнее взять оттенок, но у меня, к сожалению, вот такие тени на работе, немножко блестящего коричневого оттенка, но это не суть. Самое главное понять направление нашей стрелочки, а потом мы это все зафиксируем, конечно же, броу-пастой. Линия стрелочки должна слегка выходить за пределы глаза и немножко подниматься. Мы ориентируемся всегда на скулу, то есть направление стрелочки как раз-таки повторяет направление нашей скуловой зоны, либо вот на вот это вот место, да, либо же мы вот так вот из серединки глаза прикладываем какую-то плоскость, и тоже направление стрелочки нам оно вырисовывает. Я сейчас в лежачем положении намечу, чтобы поудобнее мне было рисовать, потому что когда рука на весу, не очень удобно прорисовывать стрелочки. Так, вот я наметила направление наших стрелочек. Сейчас мы, конечно, посадим и сидя проверим. Так, мы сейчас наши стрелочки зафиксируем контуром, он очень плотный и стойкий, чтобы вот эта линия была четкая и мне не съехать при фиксации эскиза. Потому что мы все-таки тенюшками прорисовали, а вот этой четкости тени не создают четкого ребра. Нам как раз ребрышко это и нужно, несмотря на то, что у нас будет более легкое нанесение, все-таки направление стрелочки должно быть правильное. В другую сторону то же самое. И проверим, конечно же, обязательно лучше проверять. Зайка, открой глазки, на меня посмотри. Все, супер, вообще класс, прям лисичка. Итак, мы начинаем. Машинка у меня Lotus Alpha, картриджи тоже Lotus Alpha, 0,35 диаметр, заточка LT. Я начинаю с самого светлого цвета. Мне нужно закрепить в первую очередь ребро моей стрелочки легенькой, да, вот так вот я наклоняю, закрываю диском и сильно, конечно, не натягиваю, но немножко придерживаю, чтобы было легкое натяжение и все-таки я чувствовала кожу. Вот такими мы этапами закрепляем линию. Видите, она у меня светленькая очень получается, потому что пигмент самый светлый я использую, но все же, чтобы нам ее не потерять, я еще раз ее обвожу, топчусь на одном месте очень-очень поверхностно. Но все-таки вот такими мелкими движениями, чтобы все-таки она более четкая получилась, ее было видно, чтобы мы не потеряли направляющую нашу. Вот она у нас уже закрепилась, видите, светлой такой линией, и нам сейчас нужно опустить ее вниз. Я сейчас перехожу на более темный пигмент медиум, он на красно-коричневой основе, то есть он такой шоколадный коричневый. Кстати, не рассказала вам про пигменты. Сегодня мы используем 3 оттенка пигментов. Это моя линейка Permanent Expert, которая вот-вот выйдет в свет. Поэтому, кому интересно работать на моих пигментах, может быть, стать амбассадорами, представителями моих пигментов, пишите в комментариях, рассмотрю все предложения. И касательно этой работы у нас 3 оттенка пигментов коричневых. Самый светлый, бровный, которым мы сейчас проработали, закрепили ребро. То есть он нужен для того, чтобы стрелочку вывести в более светлую, кончик в такой легкий, красивый, прозрачный. Второй пигмент это коричневый, более шоколадный, уже на красной основе. То есть первый у нас на желтый, потому что он более светлый, второй на красной основе. А третий на оранжевой основе, более темный. Там больше всего черного содержится, поэтому им мы работаем в самую последнюю очередь. Расставляем акценты, в данном случае затемняем межресничное пространство и выход из стрелочки, чтобы получить красивый переход цвета. Неприятно, да, тут межресничку? Да, прям аккуратно, меленькими шажочками, нам в любом случае надо с тобой ее проработать. Вот так вот, нормально так. Вот едва я буду дотрагиваться и обезболим, потому что анестезийка не подействует, если я там не пройдусь.
Межресничка самая неприятная зона, поэтому глазки мы вот так придерживаем пальчиком, чтобы они никуда не дергались. Видите, немножко глазик ходит. Но неприятная зона межреснички, потому что там более плотная кожа. Тем более взрослому-то неприятно, да, межресничку делать, а ребенку тем более. Хотя у меня Дарина вообще, вы видите, как взрослая себя абсолютно ведет, спокойно лежит. Сейчас мы нанесем анестезию. Я аккуратненько уберу пигмент оставшийся. Мы обезболим и спокойно будем уже прокрашивать. Я излишки анестезии вторичные убираю о перчатку и наношу, чуть пощипит, ладно? Видите, вот у меня ничего, абсолютно никакого остатка нет, кроме моего вот этого ребра, которое я зафиксировала достаточно хорошо, потому что межресничка все-таки чувствительная была, не хочется травмировать детскую психику. Я лучше несколько раз нанесу анестезию и спокойненько прокрашу. И то же самое нанесем анестезийку, будем вот так поэтапно работать, начиная со светлого цвета. Я также придерживаю глазик, вхожу в серединку моей стрелки и топчусь, топчусь, топчусь на одном месте. Ну что, первый проходик мы сделали, очень-очень поверхностный, легкий, чтобы только обезболить. А сейчас у нас уже второй проход, и мы должны насытить нашу стрелочку, сделать ее правильной, красивой. Ребро стрелочки, там, где мне нужно ярко, я прохожу, не выходя из кожи, мелкими движениями, как волосок, точно так же, как контур на губах. Также мы закрепляем, ну и сразу подтушевываем мелко-мелко-мелко, потому что нам не нужны контурные стрелочки какие-то, нам нужна такая легкая подводочка, чтобы не читалась какая-то контурность, просто как тенюшечка легкая, оттеняющая глазик, показывающая все-таки, что там есть реснички, да, имитирующие. Я продолжаю работать на веках, делаю второй проход. Здесь у нас уже работа после анестезии. Мы добавляем яркости в уголочек и прокрашиваем межресничку. Сейчас я работаю уже вторым номером. Это цвет медиум. Он у нас более коричневый, самый коричневый из всех пигментов. Такой вот прям шоколадный красивый тон. Он у нас и послужит основой для всей стрелочки. Потом уже в конце мы будем добавлять темным акцент на межресничку, чтобы она все-таки потемнее выглядела, погуще. И кончик стрелочки в самом конце также можем чуть вывести подлиннее самым светлым цветом из палитры. Вот, это у нас Light Brown. После того, как я нанесла растушевочку легкую, да, на уголочек глаза, я перехожу к фиксации межресничного пространства. И это зона, которая хуже всего прокрашивается. Тут очень плотная кожица. Я, не выходя из кожи, топчусь на одном месте. Туда-обратно возвращаюсь, постоянно прокрашиваю, чтобы больше уложить пигмента. Стала немного чувствительнее на межреснички. Да? Я нанесла анестетик, подождала 3 минутки и продолжаю свою работу. Мне нужно здесь докрасить межресничное пространство, ну и чуть-чуть еще растушевочки добавить. И вот такими кругляшочками, либо мелкими такими шажочками на одном месте, топтаниями мы делаем межресничное пространство. Но вообще себе нужно ставить какой-то, как это назвать, может даже ультиматум, что вы должны прокрасить межресничку за 2 прохода. Как это сделать? Вот представьте, дается вам шанс за 2 прохода сделать межресничку, больше не дано. И вы должны выложиться по максимуму за эти 2 раза. Каким образом это сделать? Вы постоянно топчетесь на месте, ходите туда-обратно, возвращаетесь. То есть это ни в коем случае не запрещено, поэтому вы стараетесь за каждый проход внести по максимуму пигмента, чтобы глазки лишний раз не травмировать, не возвращаться туда. Вот, поэтому я выбрала себе маленький участочек и очень-очень поверхностно туда-сюда вот так вот хожу. Не машу длинными стежками.
потому что будет травматично, вы повредите кожу. Она тут достаточно нежная, плюс еще отек может от межреснички пойти, потому что все основные связки сосудиков у нас как раз таки в межресничке находятся на слизистой. Я дорабатываю межресничку, смотрю там, где у меня есть пробельчики, укладываю еще пигмента, добавляю легкую растушевку и в целом анализирую свою работу. Но мне нужно тщательно все просмотреть, чтобы не было пробелов, чтобы все было плавно, равномерно нанесено. Вот, например, в серединочке чуть не хватает более темного пигмента межреснички в серединке, видите, вот здесь. Поэтому я немножко еще сюда прокрашу и завершу процедуру, потому что в детском перманентном макияже, да, тут немного другая цель, далеко не декоративная. Нам нужно максимально натурально воссоздать имитацию ресничек, что что-то там якобы есть, но сильно не привлекать к этому внимание. Сейчас немножко более такой красный вид, покрасневшей кожица, очень тоненькая, чувствительная, плюс у нас теплые коричневые тона, которые, конечно, по заживлению будут нейтральными коричневыми, не будет никакой рыжинки. Но сейчас не нужно пугаться каких-то рыжих оттенков ни в коем случае. Мы переходим на второй глазик. Мне сейчас нужно полностью восстановить эскиз. Здесь у меня видна моя засечечка, которую я зафиксировала, когда, в общем-то, обводила свой эскиз. Сейчас сделаем ее чуть поярче и пойдем тем же путем, что и с первым глазиком. То есть сначала нам нужно зафиксировать ребро, сделать его четким, ну и начать растушевывать его, чтобы линия не читалась. Вот посмотрите, я уже практически все растушевала, анализирую, чтобы не было никаких пробелов. Конечно же, смотрю, чтобы самое темное место это было у меня вот этот именно уголочек, который я сейчас прокрашиваю. Ну и, конечно, обращаю внимание на кончик своей стрелочки. Он должен быть очень легкий, то есть если он у меня все-таки достаточно ярко заканчивается и резко, я его вывожу, делаю чуть подлиннее, чтобы он растворялся в воздухе. Вывожу я его кончиком вперед, вот такими быстрыми движениями, чтобы как бы кончик состоял из точечек, и они, соответственно, уже растворялись в воздухе. Ну что ж, вот и долгожданный финальный результат для нашей Дарины. Буквально через пару секунд вы увидите невероятные эмоции от юной клиентки. Так, ну что, смотри на свои новые глазки. Держи. Ну что, даже нравится? Да, офигеть. Как реснички, да? Такие коричненькие, светленькие. Вытянутый такой, да, поярче стал. Ну все, красота. Как реснички. Все, давайте хорошенько, хорошо заживайте. Будем поддерживать там, если будет светлеть, будем еще набивать. Дарина вообще молодец, прям. Вот так под конец мы все и расплакались. Все-таки я безумно рада, что могу делиться с вами такими настоящими и трогательными эмоциями. Увидимся в новых видео. Пока-пока.